Всем привет! С вами канал Power Device, и сейчас я хочу показать вам один из лучших островков Dynamic Island, который можно установить практически на все Android смартфоны. И когда я говорю один из лучших, я не преувеличиваю. Это приложение реально дает один из самых лучших на данный момент – Dynamic Island. Данный островок выполняет все свои функции и действительно очень удобен. И самая крутая функция этого островка, на мой взгляд, то что он вызывается вот таким жестом в области камеры из любого места. А отсюда вы можете попасть в любое приложение, которое выберете. Причем самое крутое и интересное здесь, вот в этом месте не задействуется никакая область, пока мы не вызовем островок. То есть по сути он не занимает у нас никакого места. Также через данное приложение можно устанавливать вот такие виджеты. Подсказал мне его протестировать один подписчик из моего Telegram, за что ему отдельная благодарность. И я подобрал рабочую хорошую версию, которой могу поделиться с вами. Также, друзья, обращаю ваше внимание, что данное приложение нужно будет хорошо настроить и все правильно сделать. Так что смотрите ролик до самого конца, чтобы не пропустить никакие моменты, чтобы у вас все правильно работало. Ну а мы начинаем. Итак, приложение я удалил, сейчас вместе с вами его установим и настроим. В моем телеграм-канале по ссылке в описании скачайте вот такое приложение. Это оно и есть, и установите себе на смартфон. Не забудьте подписаться на мой телеграм, у меня там много интересных фишек для всех Android смартфонов. Итак, приложение установлено, открываем его. Нажимаю «Продолжить». Разрешаем уведомления. Начнем с самого главного – Dynamic Island. Нажимаем вот эту вкладку. Нажимаем здесь по любому островку, потом выберем нужный. Это окно можно закрыть. Далее нам предлагается отрегулировать положение нашего островка. Рекомендую вот так опустить эту точку чуть ниже камеры, потом верхним ползунком настроить ее размер. Далее поднимаем эту точку чуть-чуть выше камеры. Так будет правильней всего. И теперь вот этот второй ползунок делаем в крайнее левое положение. Далее нажимаем вот эту вкладку. Смотрите, там где корона, для этого нужен премиум аккаунт. Но эти вкладки нам и не нужны. Включаем все остальные, где нет короны. И вот эта вкладка одна из самых полезных. Теперь вот здесь внизу выбираем эффект, который мы хотим видеть. Лично я выбираю без эффекта. Обычный, вот такой. Внизу нажимаем Enable активировать. Теперь все важные настройки. Нажимаем Open на первой вкладке. Поверх других приложений находим здесь Top Widgets. Активируем на нем функцию. Теперь делаем несколько шагов назад. Нажимаем Open на второй вкладке. Скачанные приложения. Также здесь находим Top Widgets, нажимаем на него. Если приложение здесь не активно, сворачиваем все. Удерживаем на нашем приложении «О приложении». В самом низу включить дополнительные функции. У меня здесь это на английском, у вас скорее всего на русском. Теперь Top Widgets у нас активно. Ставим верхнюю галочку. Подтверждаем «Ок». Шагаем назад. Выходит еще одно такое же окно. Нажимаем Open. Нужно настроить доступ к уведомлениям для этого виджета. Здесь также находим Top Widgets. Активируем доступ к уведомлениям. Далее последняя настройка, но я ее у себя не активирую. Она нужна для того, чтобы вы, когда подключаете свои наушники, они отображались здесь. Сворачиваю это меню, нажимаем Save Setting – сохранить настройки. Для правильной работы виджета нужна будет еще одна настройка. Сейчас скоро мы к ней вернемся, ну а пока вы можете его проверить, работает ли он у вас. Запустите какую-то музыку, и вот таким жестом вы сможете переключать треки вперед-назад. А вот таким жестом можете его убирать. Также очень удобная функция, когда вы клацаете по камере, выходит вот такое меню. Давайте наполним его своими приложениями. Возвращаемся в приложение Top Widgets,
Выбираем Island, клацаем по любому островку. Здесь у нас все активированные функции. И кстати, помните, я вам говорил не включать функцию Bluetooth. Если вы ее не включите, то не сможете активировать вот эту функцию в островке, чтобы показывались наушники. Если вы включаете эту галочку, нажимаете Save, то вам придется включить функцию Bluetooth. Так вот, друзья, листаем вправо, заходим вот в эти настройки, Settings. По умолчанию здесь стоит 5 приложений, выбираем 10. Считаю, это самый выгодный вариант. Выглядит таким образом. Теперь нажимаем вот на эту вторую строку, показать все мои приложения. Подтверждаем. Ждем буквально несколько секунд, и появляются все наши приложения. Друзья, естественно, в этот островок вы можете добавлять любые приложения, например, настройки. Нажимаем Save. Теперь вообще из любого места смартфона вы можете нажать на камеру и выбрать отсюда любое приложение. Это очень удобно. Сам Dynamic Island мы настроили. Но нужно в смартфоне включить еще одну функцию, чтобы ничего, что мы настроили, не слетало. Все просто, зайдите в основные настройки, приложения, разрешение, автозапуск и фоновая активность. Здесь находим топ Widgets и ставим на нем галочку. Теперь данное приложение Dynamic Island у нас полностью активировано, остается только им наслаждаться. И тем зрителям, которые досмотрели до самого конца, оставлю бонусом вот такое приложение. Это плеер от Samsung. Смотрите, из него не выгружаются никакие треки. То есть хоть очищайте память на смартфоне, все равно он запоминает треки, и через него Dynamic Island вызывается в любой момент. Чего нельзя сказать о родных приложениях Xiaomi. Просто используйте данный плеер в качестве основного. Друзья, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Не забудь подписаться на канал. Желаю всем только качественных девайсов и до встречи в следующих роликах. Пока-пока.